Всем привет! Тема моего расклада — это США в 2023 году. Давайте посмотрим, что ожидает страну с точки зрения тенденций на этот период времени. Энергии США в этот период времени, внешняя политика, внутренняя политика, экономика, цели и задачи США относительно собственной страны, правительство США в этот период времени. Интересно. Хочу сразу накинуть несколько карт на позиции для Джо Байдена. Сразу хочу прокомментировать. Во-первых, Джо Байден действительно может вести какую-то активную политику. Это встречи, это переговоры, это участие в каких-либо мероприятиях. Очень много будет говорить, что-то докладывать, но на какой-то период времени действительно может пропасть из виду в связи с какой-то болезнью или необходимостью пройти лечение. В целом его здоровье, состояние будет более-менее стабильно, но тем не менее, смотрите, на вопрос, вообще покинет ли Джо Байден пост президента США, здесь у меня выпадают непростые карты. Они говорят нам о том, что в большей степени есть вероятность, что он удержится в этот период времени на своем посту. Но в результате чего? В результате наступательных активных действий. Поэтому карта колесницы — это вообще-то карта активная, карта передвижения, но с точки зрения одной интерпретации это может давать участие в военном конфликте, но по карте звезда все-таки в большей степени, вот те арканы, которые у нас выпадают на правительство США, для него не проиграется. Но еще раз хочу сказать, что опасность для него в этом году действительно может сохраняться относительно потери так называемого президентского поста. Если мы говорим про самих американцев, про вооруженные силы Америки, хочу побольше разложить карт, потому что здесь ситуация неоднозначная. Семерка жезлов у нас здесь на дне колоды. А теперь смотрите, попробую максимально просто объяснить те арканы, которые у нас выпадают. США в 2023 году действительно могут происходить глобальные события, везде причем. И в правительстве, и среди народа, и среди вооруженных сил США. Почему? Во-первых, здесь Соединенные Штаты в лице правительства могут быть поставлены в не совсем удобное положение. Здесь могут быть своего рода ограничения, поэтому, знаете, как энергия требует выхода для того, чтобы перезапустить ситуацию. Здесь могут быть проигрываться какие-то конфликты, как в рамках самой страны, так, скажем так, и за пределами ее. Мы чуть попозже вернемся к внутренней и внешней политике. Хочу пока прокомментировать ту ситуацию, которая может происходить. Относительно самих американцев здесь могут проигрываться спорные моменты, какие-то конфликтные ситуации. Более того, здесь могут быть или имеют место быть миграционные какие-то процессы в рамках самой страны. И здесь, вот знаете как, богатые богатеют, бедные беднеют, поэтому это может быть еще проигрываться с точки зрения, что, скажем так, кто-то на этом может очень хорошо зарабатывать, даже на тех позициях, скажем так, которые будут происходить в рамках самой страны. Теперь, если мы говорим про вооруженные силы Соединенных Штатов Америки. Смотрите, здесь у нас идут карты подготовки, карты обучения, карты анализа ситуации. И знаете, как в любой момент готовы перейти к каким-то активным действиям. В любом случае, здесь идет поддержка на уровне правительства Соединенных Штатов. И могут, знаете как, проиграться ситуация, связанная или похожая на 11 сентября.
Императрица и башня может как бы говорить о том, что вред может быть нанесен Соединенным Штатам Америки, либо угрожать правительственному аппарату, поэтому могут действительно начаться конфликты какого-то рода. Я буду еще уточнять эти вопросы по 2023 году для США. Но смотрите, по семерке мечей это искусственно созданная ситуация. Это карта обмана, мошенничества, карта воровства. Поэтому здесь могут проигрываться ситуации, как было в Ираке, когда показали какую-то пробирку и напали на целую страну. Я не исключаю подобного мероприятия. Об этом мне, собственно, могут говорить карты, которые выходят у нас на правительство США. Что ж, давайте теперь смотреть по тем арканам, которые у нас находятся в позиции внешняя политика. Прошу прощения, у нас здесь император. Паж мечей, умеренность. Действительно, можно сказать, что Соединенные Штаты могут курировать какие-то конфликты. Во-первых, это могут быть конфликты международного характера, как я уже сказала, и конфликты, которые либо длятся уже давно, либо, знаете, как могут инициироваться в 2023 году, но затянуться на какой-то период времени, на несколько лет, к примеру. Да? Если мы говорим про позитивные, США не единственные в этом контексте, у них есть так называемые партнеры, которые, тем не менее, стараются занять максимально пассивную форму. Мы поддерживаем вас, но, условно говоря, сидим на месте. Здесь Соединенные Штаты в прямом смысле этого слова будут спасать свою экономическую систему с целью обеспечения дальнейшего успеха. Некоторые моменты будут созданы искусственно, но все, что касается международных каких-то промышленных вопросов, будут занимать активную позицию и инвестировать туда денежные средства. В целом, внешняя политика для Соединенных Штатов в 2023 году будет достаточно тяжелая. Почему? Потому что очень много факторов, очень много одновременно приоритетных и важных задач будут вставать на пути у Соединенных Штатов Америки. И в какой-то момент может показаться, что США не способна удерживать в фокусе, скажем так, все проблемы, все задачи для успешного, скажем так, завершения года. Ну вот опять-таки, да, все-таки здесь речь идет о каком-то военном конфликте, по крайней мере, или вооруженном. Это, знаете, как хочешь удержать власть, да, засей какую-то смуту. Поэтому я не исключаю подобного мероприятия, но тем не менее. Теперь у нас вопрос внутренней политики. Здесь у нас старший аркан смерть. Семерка мечей, башня. Так, давайте посмотрим для американцев, для правительства. Ну, смотрите, вот эта вот ситуация, опять-таки, искусственно срежиссированная. Я по-другому больше никак не могу назвать. Может быть, те, кто читают карты, могут как-то по-другому истолковать. Но карта смерть, семерка мечей и карта башни, это, знаете, как искусственно нагнетать, сломать ситуацию с целью дальнейших изменений. Для народа это, конечно, его утихомирить, замедлить какие-то результаты действия и, знаете, как вогнать в какое-то бездействие, в
состоянии медитации, да, условно говоря, замедлить некоторые процессы. Ну а для власти это, знаете, как способность в спокойном варианте, в спокойном режиме проанализировать ситуацию и в любом случае инициировать те действия, которые могут принести процветание, укрепление собственных позиций и обеспечение плодотворных результатов труда. В большей степени это может касаться градообразующих предприятий или военно-промышленного комплекса в этот период времени. Возможно, также по экономическим вопросам, но мы посмотрим чуть позже на экономику, зададим более детальные вопросы. Потому что король жезлов и десятка пентаклей, все-таки речь, наверное, может как раз-таки касаться, скажем так, элит каких-то, либо банков, либо вот финансовых секторов экономики, биржи в том числе могут сюда входить. Итак, экономика. Тройка пентаклей. Здесь действительно могут быть серьезного рода проблемы, но с чем это связано? Прежде всего с трансформационными изменениями. Будут приняты решения, как бы переобучить систему экономики. Здесь в большей степени может, конечно, речь идти о том, так, как это было в Советском Союзе. Не могу вспомнить. Нецентрализованная, плановая экономика. Здесь могут, знаете, как вступить в работу варианты. Я опять-таки не говорю в целом про всю страну, но какие-то важные секторы экономики могут, знаете, как пойти по пути плановой экономики, здесь прежде всего с помощью поддержки каких-либо государств. В любом случае здесь могут проигрываться ситуации неуспешного характера, не все получится достичь то, что запланировали, но в любом случае здесь могут инвестироваться денежные средства в какие-то социальные мероприятия, в средства массовой информации в том числе, с целью получения каких-либо денежных средств. Неправильно сказала, не средства массовой информации, а в информационные технологии. В большей степени ситуация будет болезненная, в принципе, но судя по тем картам, все-таки наполненность бюджета будет. Да, будут, значит, поступления, будет, скажем так, бесконечный цикл поступления денежных средств и их инвестирования с целью увеличения важных позиций Соединенных Штатов Америки. Если мы говорим про партнеров Соединенных Штатов, тех стран, которые поддерживают США в большей степени, то это, конечно, удовлетворение их интересов, это оказание какой-либо помощи, но по семерке кубков можно сказать, что это мертвому припарка в большей степени. Итак, давайте посмотрим теперь цели и задачи США на 2023 год относительно собственной страны. Карта влюбленные здесь у нас выпадает на эту позицию, старший аркан. Императрица и девятка кубков. Но здесь... А еще и двойка кубков на дне колоды. Но это прекрасные карты. Это действительно выбор в пользу своей страны, в пользу благополучия, в пользу уверенности в завтрашнем дне, в пользу исполнения какой-то своей мечты. Но и энергия здесь у нас на 2023 год – это карта Иерофанта. Собственно, иначе быть и не могло, судя по тем целям и задачам, которые США ставят перед собой на 2023 год. Это карта наставника, это карта модератора, это карта обучения. Больше я, знаете, как могу сказать, это попытка донести миру, кто тут главный, во всяком случае. Не знаю, получится ли у США реализовать в 2023 году те цели и задачи, которые мы обозначили с помощью нашего расклада. Посмотрим, как это будет проигрываться. Пока.